Добрый день, меня зовут Виктория. Вы на канале Таро от Вики. Сегодня я вам предлагаю погадать на игральных картах в 36 карт. Да? Как известно, игральные карты у нас произошли от Таро, поэтому в той или иной степени это тоже Таро, просто задействованные младшие арканы. Не все, часть из них со временем ушла. Это рыцари, здесь рыцарей нет в колоде игральных карт. И сегодня будем с вами гадать на червонную даму. Причем смотреть могут как мужчины и женщины. И в данном раскладе я не буду привязываться к характеристикам замужем, не замужем, цвету волос. Вы для себя сами увидите людей, которые вас окружают. Вы уже заранее узнаете, поймете, кто там находится вокруг вас, что там вокруг вас происходит, да. И если вы девушка-женщина, то значит будете смотреть расклад на себя. Если смотрит мужчина, то может загадать свою подругу, невесту, жену, кого угодно, не обязательно любовную сферу, может быть, как коллегу, там, знакомую, там, да. Ну, то есть просто смотрим, что происходит в жизни червонной дамы. А вы там уже будете сами подразумевать человека, да, на кого вы смотрите. Это не любовный расклад, но если выпадает про любовь, значит трактуем про любовь. Если какие-то дела, вопросы других сфер, значит смотрим все. Так что это не чисто любовный расклад. Просто смотрим, что будет, да, классический у нас расклад, кто его называет цыганским, кто называет русским, кто еще там какими-то старыми древними раскладами. Кстати, как, если вы его знаете, пишите, как называете его вы, мне будет интересно узнать. И сразу обговорю о позициях, позиции, да, расклада для тех, кто смотрит, сами гадающие, да, зрители. У каждого свои, да, вот я буду позиции выкладывать так, как меня учили, так, как я читала в книге, то есть у меня позиции свои, я буду их проговаривать. Так, что ожидает червонную даму? Ищем червонную даму, причем она находится, что ее окружает. Так, вот она у нас выпадает, червонная дама при своих хлопотах в казенном доме. То есть здесь занимается работой, бизнесом, работой, какими-то своими увлечениями, причем действительно увлечена этим. Да? Ну, свои дела у нее, в своих делах. Триплет у нас выпал примерно посередине колоды. Это означает, что в равной степени в ее жизни присутствуют как бытовые вопросы, так и различные мечты и желания. То есть старается человек совмещать в своей жизни и духовную сферу, и хозяйственные вопросы. Так, под сердцем это, как говорят сейчас, подсознание, на сердце, в голове, в пороге. Здесь у нас, обращу ваше внимание, дама смотрит влево, поэтому ее будущее будет находиться с этой стороны у нас. От прошлого к настоящему. Сейчас сделаю полную выкладку и будем смотреть. Много фигур выпадает в раскладе, означает, что человек находится в обществе, часто в обществе других людей. И докладываем карты на сердце. Итак, давайте посмотрим, что у нас тут в тайне, под сердцем. Свои разговоры. Да, то есть любые разговоры с другими людьми. Может часто думать о том, что она кому-то сказала, да, может прокручивать в голове разговоры с другими людьми. Ну, здесь, в принципе, да, вспоминать, о чем шел разговор. Так, вот здесь вот на сердце выпадает не очень хорошая карта.
Пиковая дама, наверное, да, все знают, и десятка пиковая, все тоже по-разному трактуют эту карту, но в моем понимании это не очень приятные на сердце такие вещи, да, это скука, тоска, это может быть даже депрессия, но тем не менее человек не теряет надежду на светлое будущее. Кстати говоря, ждет радостного известия, связанного с денежными вопросами. То есть может впрямую ожидать денег, да, то есть когда там уже на карту поступит, когда там уже смс пропикает, может быть вообще известие о денежных делах в плане приятное известие об обстоятельствах, которые впоследствии позволят эти деньги зарабатывать. А вот сейчас пока нет. Возможно, она из-за этого переживает. То есть, ну, что-то вот, знаете, грусть, тоска из-за того, что может не хватать денег. Кроме того, это может быть весть от бубнового короля, поскольку здесь у нас бубновый валет и есть и бубновый король, который ближе всего находится к карте червоной дамы, да, особо на которой мы гадаем. Это может быть мысль о том, что придет весть от червонного короля, бубнового короля, прошу прощения, но даже если она и придет, то этот человек, скорее всего, из жизни этой червоной дамы вскоре уйдет. Ну, может, кстати, проявлять симпатию к червоной даме, да, вот она может думать, что даст о себе знать, но это все уйдет из ее жизни, это все уже как-то, знаете, отходит на дальний план, становится неинтересным, потому что то, что в ногах находится, это как называется, то, что она топчет ногами, да, что в голове. Но это вот опять ожидание, знаете, радостного события своего, да, вот когда же вот наступит положительный период, и десятка треф — это окончание неприятностей. Все-таки существуют какие-то неприятности, то, что расстраивает, но она все-таки старается держать баланс, да, оптимистичные мысли, да, все-таки старается как бы ими закрыть какой-то негатив, который происходит в ее жизни, в ее мыслях, да, то есть вот что-то случилось неприятное, да, кто-то что-то сказал, ну и бог с ним, зато вот сколько всего хорошего, то есть вот это ожидания, мысли и как бы стараться соблюсти баланс, это вот то, о чем она думает. Что позади? Позади это вот как раз то самое одиночество, да, сидение в четырех стенах. Потому что восьмерки — это замкнутое пространство, это комната. И как бы, знаете, вот сейчас эта дама как бы выходит в свет. После того, как она долгое время была, ну, как в заточении, может, кто-то в декрете находился и вышел на работу или выходит в скором времени, да, потому что вот тут опять выходит казенный дом, кстати говоря, и деньги в этом доме, да, то есть это какое-то получение дохода, это может быть, знаете, пособие, кстати говоря, оформление пособия, вот еще что здесь может быть, но начинают вот человека окружать люди, причем могут появляться новые люди, а люди из прошлого уходить, потому что вот здесь вот явно какой-то вот человек остается в прошлом. Это могут быть там старые друзья, одноклассники, могут быть какие-то знакомые, бывшие коллеги, да, там, если вы старую работу покидаете, а приходите на новую, то это вот окончание общения с одними людьми, начинание общения с другими людьми. Так, здесь вот я уже сказала, вот он казенный дом, то есть это может быть выход на новую работу, и там решение каких-то дел, вопросов, вникание, да, в ситуацию. Причем, кстати говоря, работа с хорошими сразу зарплатой, с хорошим предложением. Где-то это в течение там недели, да, где-то вот, то есть здесь это расклад не на долгое время, вот максимум на 2 недели. Впереди может быть дорога самой червоной дамы, то есть она куда-то может отправиться, и по этой дороге состоится неприятный разговор с кем? Ближайшая фигура здесь крестовая дама. И, кстати говоря, данная крестовая дама, она сама может часто приходить, да, то есть шестерка крестовая ее же лежит, сама часто может приходить к даме червей. Это может быть подруга, там, знакомая, соседка. Причем это
женщина, скорее всего, состоит, крестовая дама, да, состоит в отношениях, в паре, так как здесь выпадает крестовый король, то здесь парные карты, выпадает общение, да. Ну, то есть вот в чем неприятный разговор, ну, раскрывать не будем. Это не обязательно ссора, это может быть просто обсуждение каких-то негативных моментов, да, просто вот вы встретились и говорите, что вот произошло то-то, 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 ах, как это нехорошо, и тут не обязательно прям вот с ней ссора там какая-то, нет, не обязательно это. Так, еще опять в дом червоной дамы, то есть в ваш дом или в ее дом, смотря на кого вы смотрите, приходит крестовый король, да, может быть, кстати, вот пара, могут оба прийти к вам в дом, да, в течение тоже где-то 2 недель, да, то есть к вам в гости могут прийти вот семейная пара, ну, буду говорить к вам, да, скорее всего, вы на себя смотрите, и, опять же, вот семерка пиковая, с какими-то неприятностями. Неприятности не у вас, а неприятности у них. То есть они могут поделиться с вами какими-то своими переживаниями, да, может быть, какая-то ситуация сложилась не очень хорошая. Ну, то есть ничего такого серьезного, но могут вот рассказать какое-то недавнее обстоятельство своей жизни, которое вот заставит вас им посочувствовать, потому что около них карты лежат. Вот, кстати, он и разговор этот неприятный о том, что вы можете обсуждать вот эту ситуацию. И вот в этом углу позади вас, сверху, это, знаете, это бубновая дама, кто-то из вашего бывшего окружения, который это человек, женщина, девушка, женщина, которая хочет с вами встретиться, с которой вы потеряли связь. То есть вот я уже сказала, что будут уходить из вашей жизни какие-то люди, появляться новые. Но есть и как бы человек из прошлого, который хочет опять с вами пообщаться, встретиться. И здесь в положительном ключе, скорее всего. Поэтому вот такой расклад. Дальше сейчас еще будем смотреть, да, какие у нас с вами карты останутся. Ну, то есть положительным, скажем так, это начало общения с другими людьми, выход из замкнутого какого-то пространства. Это, в принципе, позитивный настрой, наверное, безосновательный. Все-таки впереди получение довольно больших денег, да, денег, на которые вы рассчитывали. Ну, скажем так, без взлетов, падений, потрясений, такое ровное общение с другими людьми. Ну, вот, может быть, кто-то придет к вам в жилетку поплакаться, да, причем и мужчина, и женщина, так как пара семейная вышла. Так, сейчас посмотрим, что из этого останется. На какие карты следует, на какие события следует обратить особое внимание. Так, что у нас повторяется, мы будем откладывать. Так, восьмерки. Хорошо, все 4 восьмерки ушли из расклада. Это прям, ну, впрямую говорит об одиночестве, о том, что было мало общения. Так, дама уходит тоже. Ну вот пока осталась пиковая дама, все-таки это скука, знаете, такая тоска, немножко маята, размышления о делах, о ваших начинаниях, предстоит дорога и получение известий. То есть все-таки вот если в ряд читаем, да, то после вот этого периода грусти, тоски закрутится так колесо, и известие долгожданное вы получите. Ну, так как здесь перевернулась карта, вот сколько уж я обратила на это свое внимание, ну,
Не прям того, что вы ожидали, с некоторыми оговорками. Но вот то, чего ждете, какого известия, то все-таки дождетесь, да. А так здесь вот все больше деловые вопросы, да. У нас и начиналось с того, что дама выпадала в казенном доме, масть треф, так и вот здесь вот. Это может быть поздняя дорога куда-то, да, с делами. Либо можете там что-то поздно работать, поздно заниматься делами, вот когда на это время появится. Либо это также известие может прийти вечером, либо позже, чем вы ожидали. Поэтому, ну, в положительном то, что все-таки там мы вспомним в мыслях, да, в голове у червоной дамы, это вот стараться соблюдать баланс между неприятными новостями и своими положительными мыслями, да, и все неприятное, то, что мы получаем, мы будем стараться гасить своим хорошим настроем и позитивным отношением. Поэтому, ну, вот только так. Ну, есть, да, некоторая тоска, есть, конечно. Тут шило в мешке не утаишь, пиковая дама, она есть пиковая дама. Ну, боремся, да, боремся вот со своими. Включаемся в работу, в дела, в какие-то, может быть, в хобби, да, у кого там бизнес, да, включаемся во все и ждем хороших новостей. Вот такой был расклад. Пишите свое мнение, как у вас резонирует данный расклад. И, ну уж раз сделали расклад на червоную даму, конечно, сделаем расклад и на червоного короля. Всем спасибо за просмотр, всем до свидания. Ставьте лайки, если вам понравилось видео, подписывайтесь, кто не подписан.